Здравствуйте, уважаемые зрители. Я Валерий Табаков, юрист. Сегодня 31 июля 2026 года. И в этом видео я обращаюсь к вам не как политик, не как идеолог и не как человек, который хочет разжечь очередную волну ненависти. Я обращаюсь как юрист, который привык работать с фактами, с доказательствами и с понятием ответственности. Именно поэтому я вынужден сказать прямо и жестко о том, что происходит сейчас с исторической памятью в Украине. Речь пойдет о героизации УПА, Степана Бандеры и бандеровской фракции ОУН. Героизация УПА и бандеровской фракции ОУН – это не безобидная историческая дискуссия. Это даже не спор ученых о нюансах. Это, друзья, системная и целенаправленная попытка вымазать кровью весь украинский народ и сделать его соучастником тяжких преступлений против мирного населения. Когда государственные институты, и в первую очередь Институт национальной памяти, возводят на пьедестал организации, чьи боевики в 1943-1945 годах массово убивали польских крестьян, женщин, детей, стариков топорами, ножами, вилами, огнем. Они совершают подмену понятий чудовищного масштаба. Они говорят обществу: это наши герои, это наша история, это наша борьба, а значит и наша кровь на руках. Давайте назовем вещи своими именами. Волынская трагедия и связанные с ней события на Волыни и в Восточной Галиции – это не освободительная борьба. Это не сложный период. Это этнические чистки гражданского населения. Это убийство людей, которые не держали в руках оружие, которые пахали землю, растили детей и просто пытались выжить в условиях войны. Эти преступления задокументированы. Есть свидетельства выживших, есть протоколы эксгумаций, есть реконструкции черепов со следами ударов топором, есть списки уничтоженных сел. И когда сегодня эти преступления пытаются представить как героические страницы национальной истории, происходит самое опасное. Коллективное вменение вины. Институт национальной памяти играет в этом процессе ключевую роль. Это не просто научное учреждение. Это государственный орган, который формирует официальную версию прошлого.
через образовательные программы, через учебники, через мемориальные мероприятия, через присвоение почетных званий, через установку памятников, через переименование улиц и населенных пунктов он последовательно вбивает в общественное сознание одну единственную схему. ОУН-УПА – это святое, а любая критика – это вражеская пропаганда. Таким образом, институт не сохраняет память. Он ее переписывает. Он берет конкретное вооруженное формирование с конкретной идеологией и конкретными методами и растворяет их в понятии «украинский народ». В результате каждый украинец, независимо от своих взглядов, происхождения и личной истории, оказывается связанным с этими преступлениями. Я, как юрист, вынужден напомнить элементарную истину. Коллективная вина – это юридически недопустимая и морально разрушительная конструкция. Народ не может и не должен нести ответственность за действия конкретных организаций и конкретных лиц. Украинский крестьянин 1943 года, который пахал свою землю и не имел отношения к подполью, не является соучастником убийств. Современный житель Киева, Львова, Харькова или Одессы, родившийся через десятилетия после этих событий, тем более не является соучастником. Но именно эту логику и навязывают обществу те, кто сегодня героизирует бандеровскую АУН и УПА. Они сознательно стирают границу между украинец и ауновец, между Украина и кровавое подполье, и этим наносят прямой ущерб репутации всей страны. Посмотрите, к чему это приводит на практике. Каждый раз, когда за рубежом говорят о Волыни, о массовых убийствах мирного населения, о методах, которыми эти убийства совершались, защитники героизации отвечают не фактами, а обвинениями в антиукраинской пропаганде. Они не хотят разделить понятия. Они не хотят сказать: да, были преступления, да, они совершены конкретными структурами. Украинский народ к ним отношения не имеет. Вместо этого они предпочитают защищать преступления, лишь бы не допустить трещины в созданном мифе. И в результате весь народ оказывается заложником этого мифа. Институт национальной памяти делает это системно. Он не просто изучает историю. Он
формирует государственную политику памяти. Он определяет, кого можно называть героем, а кого преступником. Он влияет на то, какие книги попадают в школы, какие фильмы получают государственную поддержку, какие даты становятся государственными праздниками. И все это работает в одном направлении: максимально расширить понятие «наш» до включения в него организаций, ответственных за массовые убийства гражданских. Это не сохранение памяти. Это инструментализация памяти. Это использование мертвых для решения политических задач сегодняшнего дня. Я хочу особенно подчеркнуть, речь не идет о том, чтобы запретить изучение истории ОУН и УПА. Изучать нужно. Нужно знать, как возникали эти организации, какую идеологию они исповедовали, с кем сотрудничали, против кого воевали и какие методы применяли. Нужно знать и о тех, кто в их рядах действительно сражался против нацистов и против советской власти. Но знать не значит героизировать. Знать не значит ставить памятник. Знать не значит заставлять школьников и студентов воспринимать убийц мирных жителей как образец для подражания. Когда государство через свои институты говорит «это герои», оно берет на себя моральную и политическую ответственность за последствия. Оно делает так, что любой украинец за границей может услышать: а ваши же герои резали поляков топорами. И оправдаться будет крайне сложно, потому что официальная линия государства именно такова. Институт национальной памяти своими действиями создает условия, при которых весь народ оказывается втянутым в чужую кровавую историю. Я не призываю к забвению, я призываю к точности, к юридической и исторической точности. Преступления должны называться преступлениями. Их организаторы и исполнители должны называться организаторами и исполнителями. А народ оставаться народом, а не коллективным обвиняемым. Пока институт национальной памяти продолжает нынешнюю линию, он работает не на единство, не на правду и не на достоинство страны. Он работает на то, чтобы украинский народ навсегда оставался измазанным чужой кровью. История должна быть честной. Только честная история позволяет обществу взрослеть. Только честная история позволяет отделить прошлое от настоящего. Только честная история позволяет сказать: да, в нашем прошлом было страшно,
Но это страшное не мы. Пока этого разделения нет. Пока государственная политика памяти продолжает смешивать народ и конкретные преступные практики. И таким образом вред только растет. Вы посмотрите, как опорочили украинский язык при помощи личности Степана Бандеры, который явился организатором убийства польского министра внутренних дел Пиратского и прикрылся в суде украинским языком. Таким образом, все борцы за украинизацию фактически становятся бандеровцами или подобными им. И украинский язык оказывается языком Бандеры, который убил Пиратского. Вы хотите быть соучастником убийства Пиратского? Говорите на украинском языке. Можно пойти дальше. Вы говорите про Рюриковичей, про Олега, который пришел в Киев, убил Аскольда и объявил Киев матерью городов русских. Вы хотите соучаствовать в преступлении убийства Аскольда вместе с Олегом? Я думаю, что нет. И думаю, и с Бандерой вы не хотите быть соучастником убийства Пиратского. Поэтому, друзья, решайте сами за себя. Вы лично будете отвечать либо как соучастник, либо не будете причастными к преступлениям Бандеры, ОУН, УПА, Олега, Игоря. Я сказал то, что считал необходимым сказать, как юрист и как человек, который отказывается принимать коллективную вину за чужие преступления. Спасибо, друзья, за внимание. С вами был юрист Валерий Табаков.